Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро буквально ворвутся в вашу жизнь, что идет на ваш порог, давайте узнаем. И карты пасьянса нам и расскажут, и покажут. Период от нескольких дней уходящего, скажем так, да, или завершающегося постепенно июня до первых 2 недель июля месяца. Вот давайте узнаем, что это за время такое для вас. И карты нам и расскажут, и покажут. Это время в целом поиска новых целей, новых смыслов. А астрологически это у нас ретро-Плутон, который будет в этом ретро-обратном движении до середины осени. И та тема или проблема, или какой-то вопрос вас интересующий, который как концентрируется, возможно, на начало июня или даже конец мая. Он, скорее всего, где-то и Плутон нам подсказывает, ты не торопись, потому что тут быстро какую-то тему не решишь. Скорее всего, вот пока ретро, стало быть, и вопрос может быть где-то как в затяжку, идти вплоть до, середины осени. Еще у нас Хирон в знаке Зодиака Телец, и это до середины сентября. Вот эти месяцы нам покажут, с чем будет связана какая-то история, которая связана с затянувшимся сценарием. Мы помним, что Хирон – это как символ израненного целителя, а в Тельце – символ израненного ангела. Но есть какая-то тема, которая вам вот именно откликается в вашей душе. То, что долгое время вас, может быть, как ставило в какую-то ситуацию невозможности. Вот постепенно, не быстро. Вот здесь вы будете подводить что-то под такой красивый знаменатель. Вот давайте узнаем, с чем это же будет связано. У вас солнышко. Солнышко – это ясность, поэтому уже мы говорим на конец июня и 2 недели июля, как и выбор правильного направления может совпадать так, но это точно так же будет связано у кого-то конкретно с подготовкой к какой-то дороге. Возможно, ваши поездки или к вам приезда какой-то персоны. Я точно так же не исключаю, что вы как новые цели, новые планы, это правда себе поставите, потому что здесь у вас как есть возможность что-то решить, ведь всегда карта Солнца будет говорить о том, что как новая эпоха открывается, и это очень символично со всем тем, что происходит. У нас еще и Юпитер переходит в конце июня в знак Зодиака Лев, и для каждого из знака Зодиака это, конечно, наше достижение, причем в каком-то новом ключе. Раньше не было возможностей, а теперь есть. Возможно, мои дорогие девы, вы как короли самоанализа, и такого здравомыслия, мышления критического. Это так оно и есть. Потому что ваш аркан, если мы о колоде Таро, это старший аркан сила именно. И это и умение договориться, способность даже в тех случаях, когда, может быть, и не хочется некоторых персонажей видеть, но для пользы дела вот именно так нужно как-то поступить. Возможно, и есть какой-то ребус, потому что выпадает змея. Знаете, тут вы можете узнать даже какую-то новость, а возможно, вы уже узнали. Вы думали о человеке лучше, чем он есть на самом деле. Вот такой момент у вас может происходить. И сами включайте змеиный режим, когда выпадает это значение. Потому как, змея это всегда ведь наблюдает, правда? Как будто себя не выдает какой-то человек. Может быть, и вам совершенно это будет необходимо. Примите это к сведению. Не все однозначно. Кто-то из вас придет к выводу, что это мною, может быть, прежде пытались манипулировать, хотя по мне так это просто вообще нулевой вариант в плане девы, да? Но мы ведь, вот говорят, мы наивны только до первого раза. Когда с нами что-то происходит, мы понимаем, что и нет. Вот какое-то прозрение бывает очень сложным. Но вот и прозрение тоже я, кстати, не исключаю. Я должна сказать, мои дорогие, тут ведь еще Меркурий, ваша планета-управитель, в конце июня уходит в ретро тоже, да. Ретроград – это всегда как возвращение к какому-то вопросу. И это прекрасное время не для инициативы новой, а это к чему-то вернуться. Или то, что было знакомо, было не решено, переписать, передумать, пересмотреть, обговорить заново, да, или какой-то контакт осуществить. Вот мы как можем сами исправить ошибку, но точно так же и люди могут возвращаться, которые были прежде в нашей жизни, для того, чтобы
ну, как-то по-новому взаимодействовать с нами. То есть то, что хорошо знакомо, мы должны, может быть, некоторые точки над «и» расставить. Но, видимо, с прошлым связь, она все-таки имеется. Но, вот, видимо, иногда нам приходится вернуться, да, для того, чтобы окончательно что-то завершить. А вам, видимо, дважды, потому что у вас солнце выпадает. И вот это правильное направление. Тут я больше вижу, вы будете принимать важное решение. И от этого не уйдешь. Смотрю, что у вас еще совпало хорошее настроение, флирт. У кого-то это может быть как новое знакомство, я этого не исключаю. Это очень символично. Периоду вообще лета может состояться такое знакомство для кого-то из вас. Ну, а для тех, кто, ну, даже нет знакомства, всегда, это, знаете, хорошее такое приподнятое настроение, когда мы, ну, настроены на контакты и, помимо всего прочего, солнышко и семейное счастье. Ну, так трактуется символ подковы. А мы помним, что у нас сейчас еще и год лошади, огненной лошади, мои дорогие. Поэтому раньше вообще подковы было как вот именно на счастье, на удачу, тоже символика такая. И вот пусть вам сопутствует удача, как и на какие-то важные ваши направления, может быть, совершенно новые, так и на решение прежних вопросов, которые были запутаны, как лабиринт, так и на направлении в плане дорог, то есть конкретно какого-то перемещения, поездок, но беречь себя будет совершенно необходимо. Змею мы не отменим. Ладно, давайте дополним колодой Таро, что нам тут еще расскажут и покажут карты. О чем идет речь. Просматриваю еще одновременно, что я тут могла упустить нечаянно. Не вижу больше совпадений. И первый вопрос, который мы зададим Таро: что скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Что вас будет радовать, мои дорогие? Что как за вас? Что вам будет помогать? Вам как в плюс? Ну и что будет продолжаться, возможно, до конца июля уже, да? Так вот, заглянем в будущее. К чему же все идет? По основным сферам жизни. Что ждет Деву в любви, в личной жизни? Финансы. Что ждет? В деньгах. Вот конкретно так. Ну и ваши достижения, важные контакты, встречи, договоренности. У кого-то юридические вопросы, у кого-то документы. Итак, что же тут изменит ваши планы? Ну, это вы сами будете менять собственные планы. Мы с вами только что говорили об этом по картам пасьянса. С чем это будет связано? О, как все серьезно. Аркан императрица. Вы статус меняете. У кого-то это может быть связано с получением новой должности. У кого-то, может быть, должность пока не получили, но видите, что вакансия открывается, значит, вы так целенаправленно будете действовать, и поверьте, вы одержите победу. Здесь именно как будто в небесных скрижалях Деве прописано уже изменить этот статус. У кого-то статус будет меняться через личную жизнь, мои дорогие. Не исключаю. И тут по-разному, конечно. Кто-то задумается, может быть, о женитьбе задумается или о замужестве, а кто-то, ну, если сложные отношения, которые длительное время, и ни туда и ни сюда, да, вот как какой-то чемодан, мы говорим, без ручки, и держит вас, может быть, де юре, а де-факто это уже все завершилось, то здесь тоже вы можете принять к сведению, что нет, вот как будто, ну, может быть, даже и развод. Я не исключаю, мы все разные. Вы перекладываете на себя, мои дорогие. Я разные позиции пытаюсь озвучить, а вы принимаете только то, что откликается вашей душе, то есть статус. Но если мы даже говорим о разводах, к примеру, то вам станет легче от этого. Понимаете, мы как освобождаемся. Да, мы в новом статусе. Кто-то будет приобретать недвижимость или решать какие-то вопросы по деньгам, вопросы по банкам. Вот это я тоже не исключаю. Но императрица, ведь это благополучие само по себе как бы в квадрате. Договариваться придется, мои дорогие. А вот и ваша карта сила. Волшебно, шикарно. Аркан сила и карта императрицы. Да, договариваться придется. Возможно, это сложные диалоги. И вот этот лев, который изображен рядом с прекрасной девой, это где-то прообраз нашего эго. Мы можем быть с кем-то несогласными, так отчетливо
и, может быть, хладнокровно понимаем, что для пользы дела придется договариваться. Поэтому как причесать собственное эго придется, быть дипломатом. Ведь почему подчиняется лев прекрасной деве? Он не чувствует агрессии. Вот поэтому это, наверное, период, когда мы смотрим конец июня, июль, это точно не то время, когда мы напором можем что-то продавить. Или когда мы где-то застреваем в собственном видении того или иного процесса, в решении вопроса, какого-то метода, вот даже банально. А когда мы более так гибче, что-то меняем. Ну и Меркурий, мои дорогие, вам в помощь, и одновременно Уран в Близнецах, потому что кругом Меркурий, как ни говори, да, но где-то и Юпитер, вот соединение. Тут ведь я должна сказать, что у нас в июле, ну и конец июня, совпадает еще и Венера, планета малого счастья, да, если говорят Юпитер большого счастья. Вот совпадает вот эти две планеты в знаке зодиака Лев. И поэтому тут действительно на достижение, на обретение баланса или, пусть это даже новые цели, это какие-то новые жизненные смыслы. Вы с чем-то будете определяться совершенно точно. Что же вам помогает, мои дорогие любимые девы? Дорога помогает. Помогает какая-то встреча, перемещение куда-то. Возможно, у кого-то банально спонтанный маршрут помогает, который где-то может свидетельствовать, как, пусть даже кратковременном отдыхе. Вам будет помогать, когда, может быть, как побросал все вещи, да, которые необходимые в машину, сел и поехал без точного маршрута. Иногда это нас здорово расслабляет. Мы как будто оказываемся среди других людей, среди новой обстановки. Нас никто не знает. Вот сам по себе релакс, пусть это длится 1-2 дня, но мы как возвращаемся назад уже видоизмененными. Что-то в нас глубоко в нашей душе меняется. Нам позволяет увидеть совершенно новые горизонты. Вам это тоже помогает. Примите это к сведению. Вы очень работоспособные и трудолюбивые люди. Но тогда по этой карте как будто переключить свое внимание на что-то другое. Ведь всегда, кстати, это шестерка мечей, это всегда карта заслуженного успеха. 6 – это победа. Но мы отплываем от прежнего берега. Мы как будто куда-то, тут у нас на метле улетают. Кто-то, может быть, авиаперелет у кого-то из вас, я тоже не исключаю. Может быть, и короткий, да. Купил билет в каком-нибудь там Ryanair, да, лоукосте, и буквально на выходные куда-то переместился, потом вернулся. Ну вот любые варианты, мои дорогие, вам будут полезны, любые контакты. Вот вам самое главное не застрять, как будто не захереть. Хочется добавить, надеюсь, вы правильно понимаете мой сленг, как в какой-то неподвижной точке, потому что для вас сам по себе драйв, причем такой, который может быть неожиданный. И ведь это карта мужества, когда будь готов к неожиданностям. Но это не есть что-то такое заскорузло старое, надоевшее, ржавое. Да? Ну какие еще самые такие не очень веселые и действительно вот по Хирону надоевший сценарий. Вот вам нужно пытаться себя просто уводить, как и от грустных мыслей, так и от каких-то отчасти бывших намерений. И эта цель, если есть, это не значит, что она не может быть осуществима. Но сам метод, мои дорогие, здесь, скорее всего, нужно видоизменить. И у вас, у Эврика, какой-то вопрос решился. Что еще вам помогает? Деньги. Решение денежных вопросов. Но, собственно, все, что нам выпало по первому вопросу, это тоже о деньгах. Как и императрица благополучия, точно так же король пентаклей. Деньги есть, деньги будут. Но может быть какая-то новая концепция заработков у кого-то из вас. Иногда по шестерке мечей, когда новая как работа или проект, интернет-проект. Потому что эфир, пространство, интернет не только километраж, но будем говорить, как вот эти энергии эфира, да. Поэтому работа на дому, работа из любой точки мира. Может быть, как раз перед вами какой-то вопрос, или вас это заинтересует как дополнительный заработок. И вы приступите, будете делать первые шаги, что-то узнавать. А для кого-то это уже, как развитие какое-то, да, своеобразный прорыв, когда вы можете получить даже какой-то гонорар. Тут какая-то очень интересная конфигурация. И все, что я сказала по первой карте, шестерка мечей, да, если это новое направление в работе или какое-то предложение, мои дорогие, откликайтесь, вам принесет это буквально деньги.
И к чему же все идет, что будет продолжаться? Ну, лавировать придется. Вот как этому жонглеру, да, мало того, что, ну вот представьте, подбросил этот пентакль, а ты попробуй его еще слови, а помимо всего прочего еще и человек на качелях. Тут я не знаю, как это можно осуществить, но для вас это возможно. Вот в каком-то таком лавирующем положении, тем не менее, может быть, при меняющихся событиях, изменяющихся планах людей, которые в вашем окружении. Но вам это все буквально помогает. Или деньги приносит, или статус приносит. Может быть, это получение новой должности. Но где-то вот придется быть и ловчее, ну где-то и хитрее. А по пажу мечей вы можете получить какую-то в последующем, потому что пажи вестники. Вы можете получить какую-то новость, когда понимаете, вот именно понимаете, что мне придется и держать баланс, но и, видимо, как бы, ну, знаете, рациональное зерно из-за этого вычленить или как бы сконцентрировать, и после этого придется действовать как-то по-другому. По этой карте, правда, мы меняем направление. Это представьте, что вы какой-то период уже прошли, вот как этот паж, и посреди дороги он останавливается, бросает свои сумки, как будто достает этот меч и действительно кричит: «О, Эврика! Ноу-хау!» Или «Я знаю как, да? Куда я теперь пойду? Как я буду действовать? Вот я теперь знаю, как и свое положение, как будто в каком я месте, отрезке жизненного пути нахожусь. Но теперь я точно знаю, как мне быть. Вот у вас что-то постепенно, шаг за шагом проясняется. Это точно. И много работы будет с информацией. Примите это к сведению. Раз. Возможно, много контактов с людьми совершенно разными. Себя придется защищать, рассматриваем как архетип, и правильно распоряжаться деньгами. С учетом двойки пентаклей деньги не рекомендую тратить. Здесь, наоборот, лучше кумулировать. Не торопитесь. Не торопитесь, может быть, что-то грандиозное покупать. Все просчитывайте, потому что если мы поторопимся где-то на эмоциях и купим, я не исключаю вот с этим триплетом последним, что, ну, либо выходит это что-то из строя, либо, ну, как-то вот нам может не понравиться. Личная жизнь. Ну, тут, наверное, по аркану повешенного все как было раньше, то это будет продолжаться. Давайте еще одну карту, старший аркан. О! А вот то, что было, как застряло, мои дорогие, прежде, теперь к вам возвращается с новыми энергиями, с новой силой, с новыми желаниями. Это может быть какой-то человек или какая-то история, контакты, которые вам точно хорошо знакомы. И я допускаю, это может быть как история сама по себе любви, взаимоотношений, но это может быть какая-то как по документам история. История связана с вашим солнцем, с вашими намерениями. И, может быть, вам придется, а вот правда, куда-то не торопитесь, потому что тут быстро что-то не пойдет, где-то два старших аркана будут говорить. И я часто ведь по аркану Солнца говорю, что вообще в колоде Таро есть две карты выбора правильного направления. Солнце и звезды. И если Солнце, внимание, 6-8 месяцев, то звезды это лет 10. То есть это вот то направление, которое ближе сейчас к вам. Поэтому 6-8 месяцев какая-то тема, может быть, личной жизни, ваших личных устремлений, достижений даже. Она может оформляться или как-то принимать новые очертания, новые возможности. Шаг за шагом вы будете вот в таком постепенном, спокойном режиме для себя менять вашу реальность. Счастье, удача, ваша миссия, мои дорогие, приходит в вашу жизнь. И это будет связано с внешними событиями, потому что старшие арканы нам всегда говорят о том, что как в обстоятельствах приходит, или с решениями других людей. Тройка мечей выпадает на финансы. По финансам тут тоже что-то вам придется видоизменять. Почему? Тройка любая – это карта будущего, но вот не будет как прежде. Поэтому вы можете услышать какую-то новость, когда меняются, ну, какие-то организационные, скажем так, моменты, системы взаиморасчета, например, и вам придется что-то как доизучить, себя перестроить на новый лад. Кто-то скажет: это что, меня ждет? Нет, мои дорогие, у вас уже там нет. Вот мне нравится в этой колоде, как
олицетворение, да, изображение, что же происходит в нашей жизни. Это раньше какое-то время было. Уход от старого, мои дорогие. Поэтому по финансам тут какая-то конфигурация, это точно будет меняться. Но не случайно ваша карта вам выпала. Потому как в союзе вот с этой картой, если мы рассматриваем, вот теперь вас что-то не цепляет. Тот вопрос, который по финансам был очень болезненный, а не болит уже. Вы, оглядываясь назад, смотрите это с позиции здорового равнодушия. Когда, знаете, иду по ситуации. Вот именно эту фразу хочу сказать. Иду по ситуации, ничего более. Потому как я теперь, раньше, может быть, мешали именно эмоции или ваше настроение, или ваши кому-то отношения. То тут может совпадать, когда отношения, а это, знаете, действительно и отболело, и отгорело, нам уже никак. Мы именно не переживаем заново эмоционально что-то по финансам, а мы уже умеем идти по ситуации. И я должна сказать, аркан силы ведь по энергии это как аркан мага. Может быть, мои дорогие девочки, вот, кстати, я не сказала, вы можете быть очень притягательной для противоположного пола. А для вас, мои дорогие мужчины, может быть, с учетом аркана императрица, здесь я не исключаю. Могут быть как сведения какие-то, может быть, такие новости интересные от вашей любимой женщины, или когда есть какая-то персона, которая вам будет очень интересна. Буквально так, когда захочется не просто познакомиться с ней поближе, а когда вы можете видеть даже в ней, ну как, это часть меня самого. Я могу ей доверять. Вот у кого-то так, и вы всерьез задумаетесь о либо развитии отношений даже, либо переводе на новый уровень. Ну вот именно говорю по финансам, может быть, у кого-то прежде, ну, это каким-то образом переплеталось с финансами тоже. Так что же еще именно на тот период? Вот все то, что я вам сказала. На смену разочарованиям приходит радость. Новые возможности. Ваш действительно и по финансам будет тоже что-то радовать. Но это не старая концепция. Это именно какой-то новый задел как на будущее и первые шаги. Когда больше вдохновения, уходят вот эти разочарования. Знаете, как какая-то болевая точка вас отпускает. Это здорово. Достижения ваши. У вас, посмотрите, мои дорогие, 2 карты. И хочу положить здесь, да. И все же вам выпадает 2 карты. Карта мага, карта мужской силы. А карта сила, если мы просто рассматриваем уже вне знаков зодиака, вне знаков, которые, в принципе, как бы мы можем, как энергетику, архетип карты, пара, мужская и женская энергия, то у кого-то из вас конец июня, начало июля, может быть, первые 2 недели. Возможно, это с учетом планетарных транзитов будет продолжаться какой-то срок на 6-8 месяцев. Какая-то история личных взаимоотношений постепенно тоже должна прийти к единому знаменателю. Поэтому тут, правда, и личная история, я ее не исключаю, но тогда все идет к смене статуса. Вполне вероятно, тут дважды. Вот очень интересно, смотрите. Немножко скажу о знаках зодиака, может быть, для кого-то это подсказка. Аркан мага в некоторых колодах, во-первых, это Меркурий, ваша планета-управитель. В одном углу прописано в некоторых колодах, а в другом углу значение ваше, как вашего знака, Дева и Близнецы. А по аркану сила это только Дева идет. И Солнце в Деве означает, если мы о планетарных транзитах. Поэтому тут не просто ваша миссия, а какая-то особенная возможность, которая перед вами раскрывается, не упустите. Ведь вы можете кому-то не доверять. Вот, кстати, та змея, которая у нас выпала в пасьянсе, мои дорогие любимые девы, может свидетельствовать, знаете как, в вашу сторону. Иногда есть такое внимание, значение, как страстная любовь. Может быть, страсть в отношении вас, может быть, у вас, мы все же все разные. Но это тоже какой-то может стать как побудительным мотивом к тому, что будет решаться история по личной жизни. Ну и где-то по финансам. Да тут все сферы как соединяются. Хочется сказать, мои дорогие девы, 1000 дорог.
сходятся в одной точке. Вот этим летом такая конфигурация. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние и добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.